Первый раз. Харизматичный, талантливый и невероятно разносторонний. Джеймс Франко — человек, который не боится экспериментировать, выходить за рамки и пробовать себя сразу в 10 направлениях. Актер, режиссер, писатель, художник, преподаватель. Он кажется человеком, которому 24 часа в сутках просто не хватает. Его карьера — это череда головокружительных успехов и неожиданно громких провалов. Он покорил Голливуд ролью в Человеке-пауке, довел зрителей до мурашек в 127 часов и доказал, что способен на большее в катастрофе художника. Но его путь был далеко не гладким. В последние десятилетия имя Джеймса Франко упоминалось не только в контексте его фильмов, но и в череде скандалов, обвинений и разочарований. Как он превратился из любимца Голливуда в фигуру, вокруг которой разгораются жаркие дискуссии. Что стоит за его карьерой, упорный труд или эпатаж? И есть ли у него шанс снова вернуться на вершину? Давайте разберемся. Франко родился 19 апреля 1978 года в Калифорнии, в семье поэтессы, писательницы и редактора Бетси Верн и Дага Франко. Джеймс рос в Калифорнии с двумя своими младшими братьями, Томом и Дэвидом, которые также впоследствии стали актерами. В 1996 году Джеймс окончил школу и затем поступил в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе по специальности английский язык, который он покинет после первого же курса, увлекшись актерским мастерством, и очень скоро решив для себя, что больше ему ничего не интересно. После 15 месяцев обучения актерскому мастерству Франко стал участвовать в прослушиваниях в Лос-Анджелесе. В действительности Джеймс будто бы сразу почувствовал, что именно актерство и является его главным ремеслом, так как успех молодого актера был крайне стремителен. Уже в 1999 году Франко смог получить свою первую роль, да еще и первого плана, в сериале «Хулиганы и ботаны», с которым у Франко, кстати, началась долгая дружба с актером Сетом Роганом, с которым в дальнейшей карьере они примут участие далеко не в одном проекте. И хоть сам сериал просуществовал недолго, но он был положительно оценен как критиками, так и зрителями, получив на родине культовый статус. А сам Франко предстал для публики как новая восходящая звезда. Первой главной ролью в фильме стала роль в молодежной комедии «Любой ценой» 2000 года. Настоящей мировой известности и признания Джеймс мог добиться уже после третьего проекта, которым стал байопик 2001 года «Джеймс Дин», за роль в котором Франко удостоился Золотого глобуса и еще нескольких номинаций от Киноакадемии. После успешной роли в байопике Франко стали закидывать предложениями на всевозможные роли. Среди них оказался и режиссер Сэм Рэйми, который рассматривал Франко на ведущую роль в первом Человеке-пауке. Питер, с чего ты взял, что это интересно? А разве нет? Изначально Джеймс пробовался именно на роль Питера Паркера, которая, однако, спустя время все же отошла Тоби Магуайру, а самого Франко утвердили на роль Гарри Осборна. Фильм о Пауке в свое время стал настоящим прорывом супергероики, собрав внушительную кассу 800 миллионов при бюджете в 190, что не могло не радовать Франко, который подписал со студией контракт на участие в последующих продолжениях, которые выходили в 2004 и 2007 годах с чуть меньшим успехом. Попутно в перерывах съемок Пауков Джеймс также активно снимался и в большом числе картин, которые, однако, имели гораздо меньший успех на фоне трилогии Сэма Рэйми. Все пропало. У меня ничего нет, кроме Человека-паука. Он спас вам жизнь, сэр. Он унизил меня, притронувшись ко мне. Мистер Осборн. Тем не менее, Франко всегда серьезно подходил к своим ролям, не словив звезду после, казалось бы, быстрого подъема. И чем популярнее становился Джеймс, тем, как казалось, больше он давал согласий на участие в других проектах, для ролей в которых он отдавал всего себя. В начале 2000-х ему также удалось познакомиться и поработать с Николасом Кейджем, снявшись в его фильме «Сони», а затем с Робертом Де Ниро в фильме «Город у моря». К слову о погружении Франко в свои роли. Для того, чтобы понять своего персонажа из «Город у моря», он несколько дней жил на улице и активно общался с бывшими и продолжающими употреблять наркотики людьми. Для роли в фильме «Анаполис» Джеймс 8 месяцев тренировался в боксе, а для роли Тристана в исторической драме «Тристана и Изольда» учился верховой езде и фехтованию. Затем он проходил обучение на частного пилота с группой каскадеров и даже получил права пилота, готовясь к роли в фильме «Эскадрилья Лафайет», который вышел в сентябре 2006 года. В том же месяце Франко появился с камео в ремейке культового фильма ужасов «В плетеном человеке», а затем в комедии «Каникулы». 2008 год стал новой ступенью для продолжающей набирать обороты карьеры Франко. Сначала он сыграл роль наркодилера Соло в комедии с Сетом Роганом «Ананасовый экспресс». За эту роль Франко был отмечен очередной номинацией на «Золотой глобус» в категории «Лучшая мужская роль». Эй, сюда! Нет, нам лучше остаться. Зачем? Ну, я вроде как спрятался. Вылезай оттуда, давай, ты же по уши!
а после еще одна успешная роль в байопике «Харви Милк». Затем Джеймсу удалось побывать и ведущим Saturday Night Live. После чего, уже будучи настоящей кинозвездой, неожиданно для всех Джеймс решил взять и пойти доучиться в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Как раз таки тот самый, который он покинул после первого же курса. На этот раз он закончил учебу и получил степень бакалавра по английскому языку, а свою выпускную работу он писал под руководством писательницы Моны Симпсон. После учебы Франко переехал в Нью-Йорк, чтобы учиться по программе магистра литературы Колумбийского университета, а также в школе искусств Тиш при Нью-Йоркском университете, где он изучал кинопроизводство. В этот период Джеймс также увлекся живописью, которой он занимался в средней школе. Также можно заметить, как Франко действительно рисует в одном из эпизодов третьей части Человека-паука. Позже в интервью Терри Гроссу Джеймс рассказал, что в старших классах он уже однажды был арестован за мелкое воровство. Он рассказал, что вместе с друзьями воровал в магазине одеколоны и продавали его около школы. А чуть позже, впоследствии, по иронии судьбы, в 2008 году Джеймс стал лицом одеколона Гуччи. Продолжил свой подъем Франко в 2010 году, исполнив роль альпиниста и покорителя каньонов Аарона Ральстона в биографической драме Дэнни Бойла «127 часов». За эту роль актер был удостоен множества кинонаград и номинаций, среди которых были и номинации на Оскар, Бафта, премию гильдии актеров и Золотой глобус в категории «Лучшая мужская роль». И многие считают по сей день эту роль Франко одной из лучших в его карьере. В ноябре 2010 года Джеймс был объявлен в качестве следующего ведущего премии «Оскар 2011». И в том же году вместе с двумя художниками создал музей невидимого искусства, в котором выставляются воображаемые картины и скульптуры. 2 годами позже, 7 марта 2013 года, актер получил свою заветную звезду на Голливудской аллее славы. С 2010 года Джеймс продолжил более активно сниматься во всевозможных картинах. В те года мы могли увидеть почти по 10 фильмов каждый год с участием Франко, на перечисление которых может уйти целое видео. Так что отмечу лишь то, что в 2010 году официально с участием Франко в прокат вышло минимум 7 фильмов, еще 5 в 2011 году, еще 7 фильмов в 2012 году, целых 10 фильмов в 2013 году, 5 в 2014 и еще 11 фильмов в период с 2015 по 2016 год. Сколько можно, блядь? Сколько можно, ёб твою мать, блядь? Где Джеймс также отметился и в отличном сериале 11-22-63 про убийство Кеннеди, который являлся экранизацией одноименного романа Стивена Кинга. Это был 60-й год. Я хочу, чтобы ты вернулся туда и предотвратил убийство Джона Кеннеди. Одной из крайних запоминающихся ролей Джеймса стала комедия 2017 года «Почему он?», в которой он снялся вместе с Брайаном Крэнстоном. Бум! Финита ля комедия. Термин «культура отмены», обозначающий практики общественного порицания и бойкот, стал общеизвестным в конце 2010-х, после того, как десятки голливудских актрис начали обвинять продюсера Харви Вайнштейна в сексуализированном насилии. Резонанс в социальных сетях и медиа и громкие судебные преследования привели к тому, что такие разоблачения стали привычной практикой. С тех пор десятки самых разных знаменитых и влиятельных людей обвиняли в злоупотреблении властью, в насилии или тенденционности в высказываниях. Вина некоторых из них была действительно доказана в суде, как в кейсе с Вайнштейном. Другими частенько дело до официального разбирательства так и не доходило. Но вне зависимости от судов, такие случаи сильно влияли на карьеру и жизнь людей. Первые обвинения в адрес Франко были еще в 2014 году, когда некая 17-летняя девушка опубликовала в Инстаграм скриншоты предполагаемых сообщений между ней и Франко. В сообщениях говорилось, что 35-летний на тот момент Франко пытался встретиться с ней в гостиничном номере после того, как она сказала ему, что ей 17. Он отправил несколько своих фотографий, чтобы подтвердить свою личность. Франко признавался в лайв с Келли и Майклом, что он действительно написал ей эти сообщения, но Франко вместе со своими сторонниками утверждал, что все его действия были абсолютно законными, поскольку возраст согласия в Нью-Йорке составлял 17 лет. Сначала он отреагировал на этот скандал, написав в Твиттере, что надеется, что родители будут держать своих подростков подальше от него, а также добавил, что он не ходит по школам в поисках свиданий. Однако чуть позже сам Франко также заявил, что он смущен и усвоил урок, а затем про ситуацию забыли. Я прошу прощения, это я фигню сморозил. Новый инфоповод произошел на церемонии вручения премии «Золотой глобус» в 2018 году, когда Франко в знак солидарности с движением #MeToo, в знак протеста против сексуальных домогательств к женщинам, надел значок «Time's Up». Это действие спровоцировало критику в социальных сетях со стороны актрисы Элли Шиди, которая намекнула, что перестала сниматься в кино как раз таки после работы с Франко над одной из пьес. Бывшая девушка Франко Вайолет Пейли также подкинула парочку обвинений в сторону Джеймса. 9 января 2018
2017 года New York Times сослались на обвинения и отменили запланированные мероприятия с участием Франка. Следующим днем 10 января Франко заявил в эфире, что обвинения, выдвинутые против него в Твиттер, были, мягко говоря, неточными. 11 января газета Los Angeles Times сообщила, что еще 5 женщин обвинили Франка в неподобающем или сексуально-эксплуататорском поведении, когда Франко был их действующим учителем и наставником. 3 октября 2019 года двое бывших студентов кино и актрисы школы Франко студии Фо подали иск против него и его партнеров. Согласно New York Times, в жалобе утверждалось, что программа была направлена на создание потока молодых женщин, которые подвергались его личной профессиональной сексуальной эксплуатации во имя образования, и служила средством, с помощью которого он и его коллеги-мужчины получали доступ к молодым женщинам-актрисам, которыми они могли пользоваться. В иске утверждалось, что ученицы подвергались сексуальной эксплуатации на прослушиваниях и съемках и были вынуждены отказаться от своих прав на записи. Истцы требовали возмещения неуказанного денежного ущерба, а также возврата или уничтожения любых сомнительных материалов. Но тогда Франко отклонил требования истцов через своего адвоката. 21 февраля 2021 года стало известно, что иск был урегулирован, и что согласно документам оба студента согласились отозвать свои индивидуальные иски после того, как Франко в ожидании одобрения судьи выплатил более $2 миллионов для урегулирования двух судебных споров. Месяц спустя уже бывший друг Сет Роган прокомментировал обвинение в адрес Франко и выразил сомнение в том, что он когда-либо еще снова будет работать с Джеймсом. 23 декабря 2021 года Франко официально признался, что занимался сексом со студентами, и что с 2016 года он лечится от сексуальной зависимости. Так и пала карьера трудолюбивого Джеймса Франко. В последние годы, очевидно, работать с Джеймсом никто толком не брался, и в период с 2019 года Джеймс не появлялся на экранах вплоть до 2024 года, где он вернулся на экраны в роли антагониста в посредственном боевике Ларго Винч. Джеймс Франко — это яркий пример того, как стремительный успех может обернуться такими же громкими падениями. Он доказал, что обладает талантом и невероятной работоспособностью, но также показал то, насколько хрупкой может быть репутация в Голливуде. От культовых ролей и номинаций на Оскар до обвинений, скандалов и фактического изгнания из индустрии. Его имя больше не мелькает в крупных проектах, а карьера оказалась под вопросом. Но окончательная точка в этой истории еще не поставлена. Голливуд любит падших звезд, но еще больше он любит эффектные возвращения. Сможет ли Джеймс Франко вновь завоевать доверие и вернуться на большие экраны? Или его время уже прошло? Что вы думаете об этом? Обязательно пишите об этом в комментариях. Ну, а у меня на этом все. Если вам понравилось видео, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Также могу порекомендовать вам подписаться на мой телеграм-канал с актуальными киноновостями и анонсами видео. Всем большое спасибо за просмотр. Пока.